Всем привет, меня зовут Ольга, я преподаватель русского языка как иностранного. И сегодня у меня в гостях Итан, мой ученик из Америки. Итан уже очень хорошо говорит по-русски, у него даже есть свой канал на Ютубе, который он ведет на русском языке. И некоторые его подписчики думают, что он на самом деле не иностранец. И сегодня мы узнаем, как он выучил русский язык так хорошо, вообще, как ему удается знакомиться с русской культурой. И поговорим еще о его поездке в Россию немножко. Да, в прошлом году Итан был в России. Привет. Привет, привет. Расскажи пару слов о себе, кто ты, откуда. Да, я американец, и да, я музыкант. Я преподаю музыку, я преподаю гитару и фортепиано, М, и барабаны тоже. Ага. И да, я почти 3 года изучаю русский язык. 2 года официально с Ольгой. Я думаю, что мы начали когда? Если честно, я не помню, время так быстро Окей. летит. Ну да, года два мы уже точно изучаем русский. Да, Да. Итан пришел, он уже немного что-то знал, вот, но мы вместе систематизировали все эти знания и продвинулись дальше. А вообще, как ты заинтересовался русским языком? Почему ты начал изучать этот язык? Как это вообще произошло? Ну, все начало с видеоиграми. Я играл в видеоигру Stalker, и это одна из моих самых любимых игр. И там, конечно, это известная игра, но там много написано на русском, и я просто хотел узнать, что там написано. И я выучил алфавит, и М, потом я нашел канал на Ютубе Bald and Bankrupt, и это канал, где человек, британец, путешествует по России, и мгм, я думал, в это время, я думал, что он отлично говорит по-русски, он все знает, он такой хорош. Я сейчас понимаю, что он на самом деле не так хорошо говорил, но он, он может общаться хорошо, даже без грамматики. Ам, и да, он вдохновил меня, и я решил, что я хочу поехать в Россию, и поэтому мне надо знать, как говорить на русском, если я хочу туда поехать. И, как ты сказала, я путешествовал уже, я был в России мгм, в 2025 году, в январе, и мгм, это было очень, очень классно. Я хочу снова туда поехать. мгм. Ам, ну да, в принципе, это моя история. Хорошо, супер. Ну, раз ты уже начал говорить про путешествие в Россию, давай тогда немного расскажи об этом, куда ты ездил, что видел. Да, я ездил в Питер и оттуда в Карелию и потом в Москву. Мгм. Ам, и я видел, я думаю, что практически все крутые туристические вещи можно увидеть. А, и да, мне очень понравилось все. Я, ну, что сказать, я люблю русскую душу, можно сказать. Да, это очень мило.
я понял, что да, я действительно люблю русскую душу. Мгм. И я думаю, что я уже где-то внутри это уже знал, потому что у меня есть друзья из России, с которыми я часто общаюсь. Мгм. Ам, но это прям чувствуется, когда ты находишься в этой стране. Мгм. То Ам, есть ты почувствовал связь какую-то с Россией? да, как будто в прошлой жизни я был Мгм. россиянин. То есть что-то родное, да, почувствовал? Да, и есть какое-то ощущение, которого у нас нет, по-моему, в Америке. И Мгм. это что у вас все что-то общего, не знаю, like у вас какая-то история, like в общем, не знаю, как это сказать. Типа, у нас мы все разные. Мы, м, у нас молодая страна, Мгм. и мы все, мы все иммигранты, не Мгм. знаю, можно так сказать, но поэтому наша история, не знаю, я не чувствую как семья здесь. Я чувствую, ну, просто люди. Мы все люди здесь. Мгм. Но там, в России я чувствовал, что вы как будто все семья. Не, Мгм. не знаю, есть ощущение, что даже сложно объяснить, но да, Что-то есть, что нас всех объединяет. да, да, Что-то ты почувствовал, что мы как будто все имеем что-то общее, да, какую-то общую связь, ну, через да, культуру, через нашу историю. историю, да. Мгм. Мгм. Да, интересное такое наблюдение, очень глубокое, на самом деле, здорово. Мы никогда с тобой не говорили так подробно про твою поездку, про твои чувства, поэтому я вот тоже в первый раз это слышу, и это звучит очень глубоко. Очень здорово, что так Ну, почувствовал. Ну да, я знаю, многие говорят, что, ну, Москва это такой чистый город, и это, не знаю, есть какие-то популярные вещи сказать, а, и я могу так сказать тоже, я согласен, да, Москва самый чистый город я когда-нибудь видел, на самом деле. Мгм. Но это как-то скучно немного. Мгм. Банально. Я хочу, да, банально. Я хочу сказать что-то глубже. Мгм. А вот тебе было страшно ехать первый раз в Россию? Да, да, очень. А чего именно боялся? Ам, ну, я в целом, а, скажем так, домашний человек. Мгм. Я много времени, большую часть времени я сижу дома и Мгм. никуда не а, езжу, Мгм. Домосед. но да, точно. И Мгм. это просто огромная поездка для меня. Мгм. Я не ездил за границу давно, очень давно не ездил Мгм. а, за границу. Надеюсь, что я это сказал правильно. Ам, Долго не и ездил за границу, да, никуда? долго, долго не ездил за границу, да. Мгм. Ам, и да, я знаю, просто в это время есть много
трудности, uh, потому что деньги это сложно переводить деньги, Мгм. и даже мобильный интернет не работает. Да, А, сейчас так просто не получишь доступ, да, нужна авторизация через там всякие сервисы, да. Мгм. да, поэтому, да, просто всякие дела я, я переживали из-за них немного. Мгм. 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 А ты не боялся, например, как будут люди на тебя реагировать? Не боялся ли ты, что, может быть, кто-то будет агрессивно обращаться к тебе, узнав, что ты американец? Да, я этого боялся тоже, Мгм. конечно, но это вообще не произошло. Был один случай, где подростки что-то сказали, типа, о, американец, о». Не знаю, они слушали что-то, мы с Олегом говорили на английском, и, очевидно, они что-то слушали, подслушали. И да, но это не была большая проблема. Ага. Ам, да. То есть никаких инцидентов не было. Все было спокойно, доброжелательно. Да, все было прекрасно. Мгм. А что тебя впечатлило больше всего во время поездки? М, Ты имеешь в виду, типа, like, what impressed me the most? Да, да, Окей. что впечатлило? Что было таким: "Ух ты, вау, ничего себе, интересно"? Метро. Мгм, Наверное, метро было мгм, просто офигенно. мгм. Ам, Метро в Москве или в Петербурге? И в Москве, и в Петербурге. Ам, Мгм, Они оба очень красивые. мгм, ам, и огромные, и глубокие, да. Я думаю, что в Питере есть самая глубокая станция в мгм. мире. Я думаю, может быть. М, Возможно, да, потому что там под каналами, под рекой это проходит, да. Мгм. Мгм. Так, Да. здорово, значит, метро впечатлило. Да, и природа в Карелии, конечно. Это было просто замечательно. Эм, да. И да, я могу сказать, доб, как сказать, добро, kindness, добро, а, Доброжелательность. доброжелательность людей. Потому что, да, я не знал, что Мгм, ожидать. И да, все хотели ам, помочь мгм, мне. Все, например, я общался с таксистом мгм. и, ну, с таксистами, и все они были очень добрые и ам, хотели узнать больше про меня, и ам, сказали, что я говорил хорошо на русском. Что И в правда? принципе, в принципе, да, каждый человек, а, с которым я встретился, был очень добрым и а, какое слово? Ам, Ну, доброжелательным, да, по отношению к ним. Да, точно. Доброжелательным. Мгм. Может быть, хотели помочь, да, или как-то просто были заинтересованы.
Я думаю, что да. Да, Я думаю, что людям очень нравится, когда иностранец так хорошо говорит по-русски, интересуется страной, приезжает смотреть сюда что-то. Это подкупает, да, то есть это как бы так прям, ух ты, класс, приятно. Такое да, и ощущение. особенно сейчас или тогда это редкость встретиться с иностранцем или, по крайней мере, из Америки, Мгм, да. мгм. А как твои друзья, знакомые реагируют на то, что ты изучаешь русский? Все думают, что это очень круто, и они не понимают, как я это делаю вообще, Мгм, потому что они изучали в школе испанский язык, может быть, 3 года и четыре года, и они не говорят на испанском вообще. мгм, Ам, И тот факт, что я могу уже говорить, ну, неплохо на русском, это загадка мгм. для них, потому Как у что, тебя получилось, да, да? да, потому что, ну, наверное, как сказать, наверное, они не интересуют языки, как я, Ам, Мгм. Их не поэтому, интересуют, да, языки, то есть у них другие интересы. да, да. Мгм, мгм, мгм. Так, а вообще, как ты думаешь сам, почему у тебя получилось выучить русский язык, ну, за 2 года так, знаешь, уверенно, хорошо? Это некоторые люди учат 10 лет, и у них так хорошо не получается. Что помогло тебе, на твой взгляд? Ну, в первом месте это, конечно, благодаря тому, что у меня такая хорошая преподавательница, конечно. Ну, И спасибо. ам, кроме этого, я не знаю, наверное, потому что у меня есть искренний интерес к этому. И это не просто работа или, не знаю, like, упражнения для мозга. Это реально интерес у Мгм, меня. мгм, Я думаю, что это самое главное. Ам, но я думаю, что тот факт, что я музыкант, наверное, помогает, потому что у меня музыкальный слух, и это помогает изучение языка. мгм. Я могу слышать разницу между звук и, например, или, не знаю, ты понимаешь. Мгм. Да, ну да, и музыкальный слух, я тоже считаю, что помогает, особенно в произношении, и как бы имитировать произношение, но просто имитировать недостаточно, все-таки нужно знать, да, вот положение языка. Я помню, когда мы начинали, да, Итан пришел ко мне на занятия, он уже что-то сам немножко изучал, что-то сам умел, но мы собирали как бы базу, строили систему в голове сначала. И в том числе фонетику мы смотрели, да, там как там положение языка во рту, какие звуки, как произносятся, потому что это очень важно, очень важно. И вот я тоже хочу со своей стороны сказать, вот почему, на мой взгляд, у тебя ты такой пример успешного ученика, потому что, ну, конечно, методика. На первом месте я считаю это методика, потому что когда человек, например, сам изучает немножко хаотично материал, там что-то, одно видео здесь посмотрел, там посмотрел, что-то тут почитал, да, то есть когда не системно, это все не выстроено в голове, это долго, это сложно и это не так эффективно. Поэтому я считаю, что правильная методика – это база.
Второй момент – это системность и регулярность. Надо сказать, что Итан не пропускал занятий 2 раза в неделю стабильно, делал все домашние задания, в общем, был молодец. И кроме этого, да, еще нашел себе друзей по языковому обмену из России, да, и практиковал, да, то есть это стабильность, регулярность, практика. И, конечно, интерес. Да, без интереса ничего бы не получилось. Это правда. Да, да, я полностью согласен. И да, точно, я хочу тоже сказать, что слушать много, это также очень важно, потому что я постоянно, в принципе, постоянно слушаю какой-то контент на русском. Я Мгм. слушаю Skyeng, я слушаю занятия в Ютубе, Мгм. на Ютубе. И да, я думаю, что это реально помогает. Мгм. А что для тебя было самое сложное в грамматике? Эм, наверное, виды. Я думаю, что я все еще не до конца понимаю, когда используются используются эти виды. Я начинаю чувствовать, конечно, и наш занятие помогли намного, ну, много. Мгм. Ам, и да, это просто странно, не знаю. Я, это очень чужой, а, не знаю, как сказать, Да, я поясню, да, что такое виды. Это совершенный, несовершенный вид, что делать, что сделать. да. Да, для носителя английского языка это совершенно непонятная концепция, да, потому что в английском языке сколько, 12 времен, да, там present simple, present perfect, present continuous и так далее, да, 4 настоящих, прошедших, будущих. И у нас нет такого количества времен, у нас только 3 времени, но у нас совершенный и несовершенный вид, которые дополнительно дают возможность использовать много разных, в общем, нюансов передавать. И это, да, это другой взгляд на жизнь, это другое восприятие, это именно чувствование, да, как бы в некоторых моментах. Это не просто правила, да, есть определенные правила, мы говорили, там есть ситуации, где мы используем один вид, есть ситуации, где мы используем другой вид, но есть и ситуации, где это определяется, ну, практически бессознательно на уровне того, что чувствует человек. И интересно, что Итан действительно начал понимать эти моменты, эти нюансы как раз ну, за счет и практики, и просто своего интереса к языку. И на самом деле виды ты используешь достаточно хорошо. Ты редко делаешь ошибки. Может быть, тебе до сих пор это сложно кажется, но, по крайней мере, то, что я слышу, это очень хорошо. Ну, спасибо. Да, я чувствую себя, как будто я просто гадаю, like, Угадываю. угадываю, да, угадываю. Но, может быть, если я угадываю правильно, это значит, я действительно хорошо чувствую эти виды. Мгм. Но не знаю. Мгм. Как ты, на твой взгляд, можно ли русский язык выучить без грамматики? Просто слушать и повторять. Выучить нет, точно нет. Можно общаться, грубо, на этом языке без грамматики, да. И Bald and Bankrupt, он типа э, доказательство этого, но это некрасиво. М, и это ты будешь говорить вещи, которые ты не хочешь говорить. М, Если ты не говоришь
грамотно, ты случайно скажешь что-то. Не то, что ты имел в виду, да, что-то Да, другое. да. Имел в виду Мгм. другое, да. Ну, да, это верно. И еще почему грамматика важна? Это потому что мы сами понимаем других людей, если мы понимаем, как работает язык. Потому что, например, в русском языке свободный порядок слов у нас, да, он не такой фиксированный, как в английском, подлежащее, сказуемое дополнение. Для нас форма слова, окончание, оно гораздо важнее, оно важнее, да, чем позиция слова в предложении. Поэтому ты, там, если ты, например, плохо знаешь грамматику и не понимаешь, как это работает, ты можешь неверно интерпретировать то, что тебе говорят. И там ты неправильно переведешь форму, там вот тебе, тебя, вот это все, да, или там любое другое, и все, ты уже в голове думаешь неправильно. И также, да, сам неправильно выражаешь свои мысли. Поэтому, Да, да, согласна с тобой. Просто есть до сих пор люди, которые думают, что грамматика это не важно, и вообще, что это что-то, ну, как бы неприятное. Но на самом деле это как раз то, что помогает нам коммуницировать. Да? Например, да, мы можем понимать человека, если он, ну, там, делает ошибки иногда, ну, какие-то некритичные, но если он, например, каждое слово говорит неправильно, или его речь – это просто вот набор хаотичных слов, это очень затрудняет коммуникацию и даже иногда делает ее невозможной, потому что очень трудно воспринимать такую речь. да, согласен. Мгм. Давай еще немножко вернемся вот к твоей поездке. Я знаю, что ты пробовал тут разную русскую кухню, да, блюда, и я знаю, что у тебя есть любимые блюда. Расскажи о них. Да, мое самое любимое блюдо в России это солянка. Ам, я впервые пробовал его в Питере, и я сразу понял, что да, я люблю это блюдо, есть, я буду его есть в каждом возможности. Не знаю, как сказать. При любой возможности. Да, да, точно. Мгм. И да, в принципе, каждое блюдо, которое я пробовал, мне понравилось. Я пробовал борщ первый, мне очень понравился. Я пробовал... ам, блин, я постоянно забываю, как это называется. Под шубой. Селедка. Да. Селедка. И да, я был удивлен, что мне понравилось, потому что обычно мне не нравятся холодные блюда, мне не нравится майонез, Мгм. мне, холодная рыба, это просто, не знаю, обычно я бы такого не бы ел. Мгм. Ам, но я пробовал, и мне очень понравилось. Я даже заказал второй раз. Ага. Ам, Ну, ты знаешь, это и традиционное блюдо обычно на Новый год. У нас это как бы классика. То есть всегда на столе должна быть селедка под шубой. Это как такое классическое меню на Новый год. да, я ел его в ГУМе, Мгм. ам, в В столовой. да, в столовой. Мгм, мгм. Так, борщ, селедка, солянка. Да. Как тебе гречка? Гречка, на самом деле, я пробовал уже до того, как я уехал, уезжал. Ам, и да, мне нравится. Это не мое самое любимое, но мне нравится. Мгм. Мы дома едим, мы едим.
Мгм. его иногда. Мгм. А что из русских блюд еще ты готовишь дома? Ам, мы готовим сырники, О, которые, да, я класс. впервые пробовал в России Ага, на поезде, на самом деле, я пробовал а, ага. в поезде, Вот. да. Мгм. А, и что еще? Э, не помню, что еще. Наверное, я... Салат оливье? Нет, мы не это готовим дома, но я пробовал в России. Мгм. Блины? И да, блины, да, мы это готовим дома. Ну, Мгм. я готовлю. Мгм. Ам, Мгм. Ну, у вас в Америке есть толстые, да, такие панкейки, мгм. а блины, они тонкие. Ты делаешь тонкую Да, версию? да, это намного вкуснее, по-моему. Мгм. А с чем ты Да. любишь блины? Ам, с вареньем, да. Мгм. Мгм. Ам, и сметаной. Это, да, это еще одна вещь, которая меня а, удив, удивила. Ам, да, потому что я раньше никогда не ел это и даже думал, что это будет, не знаю, невкусно. Но когда я был в России, я сказал, я буду есть как россиянин. И мне все равно, что раньше я не ел сметану, я сегодня буду ем Мгм. и буду есть. И Мгм. да, мне нравится. Круто. То есть ты решил полностью погрузиться, да, в культуру, полностью пробовать все, экспериментировать, да, разрешить себе там открыться этому опыту, полностью Да. почувствовать. Здорово. Какие русские традиции, может быть, тебе кажутся интересными, и ты бы хотел их, например, или, может быть, уже использовать в своей жизни? Да, не знаю, можно ли назвать это традицией, но у вас культура, где вы а, едете на дачу, и у нас нет такого, нет такой культуры. Мгм. Ам, и, по-моему, это очень классно. Я очень хочу свою дачу, и к сожалению, я не ездил, когда я был в России, я не ездил на дачу, потому что было зимой. Мгм. Была зима. Была Ам, зима, да. Мгм. и да, я очень хочу это сделать. Мгм. Я думаю, что это, да, это просто очень классная часть культуры, где, да, у нас дома за городом, и у нас там типа ферма, ну не ферма, а как сказать, Огород? сад, да, like a garden. Мгм. Сад. Мгм. И да, свежая еда, свежая, свежий воздух, Мгм. а, пустое расписание. а, Пустое можно так расписание? сказать. Это Да, как можно так сказать. свободное расписание? Свободное, да, в Ага. принципе. Мгм. Да, мне очень нравится. Ам, да, Понятно. То есть тебя еще никто не приглашал на дачу. Ну, я думаю, что у тебя будет такая возможность, если ты поедешь летом. Это надеюсь, Да, я думаю, да. ну, зимой, кстати, я думаю, некоторые тоже ездят на дачу.
Конечно, это сложно, если много снега, то нужно убирать снег, там чистить, нужно как бы там, может быть, иногда даже техника нужна. Но летом, да, обычно на даче классно, баня, там шашлыки. Вот это традиционно то, что в России как бы делают на даче, там купаются в речке, ходят в баню, едят шашлыки, там отдыхают на газоне. Кто-то работает в Да, огороде. Ну, в к общем, сожалению, я не пробовал баню. ага. Я очень хочу. Это мой друг Олег пригласил меня like, как сказать, like, плавать в реке в Пригласил Питере. поплавать. Ага. Да. И я хотел, но я не хотел заболеть. Это, наверное, искупаться в проруби зимой, да, Да, где да. лед, искупаться Мгм. в проруби пригласил. Да, Да. в январе у нас есть такой день, 19 января, это крещение, и на крещение люди вот как раз ныряют в прорубь. Ну, я думаю, ты знаешь, ты видел это. Мгм. Кстати, что тебе, вот как, на твой взгляд, что есть общего у американцев и у русских? Я думаю, что у нас общего, что мы добрые, и мы гостеприимные, как Гостеприимные, гостеприимные, да. гостеприимные. Мгм. Ам, да, например, ам, ты, ты поедешь в Техас, и ам, там люди будут очень рады а, увидеть тебя и like, приг- приглас- пригласят тебя у дома домой, I guess, Мгм. и ам, В гости пригласят. кормят тебя, и Мгм. ам, да, в принципе, я думаю, что у нас это общего. Ам, что еще? Ам, А вообще есть в Америке вот эта культура хождения в гости? Часто ли вы ходите в гости друг к другу? да, да, я бы сказал, у нас это общего. Ам, но я, я не особо это делаю, но в целом, да, у нас это э, традиция. Мгм. Есть такая традиция у вас, да? Хорошо. А если говорить о различиях, вот какие видишь основные различия между американцами и русскими? Ам, ну, у вас есть формальность, которой у нас нет в обществе. Типа, вы говорите на «вы», а не... И у нас нет такого. Мгм. Ам, и, по-моему, это классно, на самом деле. Мне нравится, что есть ощущение формальности в Мгм. начале отношения. Мгм. Ам, и, типа, это способ, э, не знаю, сказать, выразить уважение э, друг другу, друг, друг к другу, не знаю. Мгм. Эм, и есть в обществе ощущение уважения в целом. Like, в в общественном В транспорте, общественном транспорте. да, Мгм. все очень уважаемые, не знаю, Ты имеешь в не виду, знаю. что уступают место, да, пожалуйста, садитесь, да, например, если там женщина с тяжелой сумкой, то ей обычно вежливые люди предлагают
место. Да, да, и просто никто не хочет э, мешать никого, и кажется, люди думают о других. Мгм. Эм, Потому что здесь как будто мне не пофигу на все. Like, я делаю то, что я хочу, и если это мешает тебя, это твоя проблема, мне все равно. Я это в России не чувствовал. Мгм. Интересно. Хорошо, у тебя был такой позитивный опыт, потому что не всегда люди вежливые в транспорте, ну, бывает, что не всегда, да. Но хорошо, что у тебя был Может такой быть. позитивный опыт. А, расскажи немножко о своем канале. Ты ведешь сейчас канал на русском языке. Что тебя вдохновило начать этот канал? Как вообще, что там, что у тебя, расскажи, там на канале происходит? Хорошо, да. Я начал этот канал, наверное, 6 месяцев назад, но я делал перерыв и только недавно снова начал вести этот канал. И я начал, потому что, ну, во-первых, я хочу практиковать свой русский больше, и это, я думал, крутой способ делать это. Ам, И, во-вторых, на самом деле я смотрел YouTube-канал, где человек играет на гитаре, и он каждый день делает видео, выкладывает видео, и это просто его практика. Мгм. Он Да, практикует. такая форма практики. Да, интересно. Да, Мгм. да, и я думал, ну это классно. Ам, И это, ну, есть много причин, на самом деле, потому что это также способ, м, не знаю, на психологическом уровне я хочу ам, быть более открытым, я хочу быть более смелым. ам, Мгм. И да, я хочу начать делиться м, моими мыслями и моими, ам, не знаю, ам, чувствами. Мгм. А, Чувствами. да, Здорово. Это очень классно. А, я думаю, что этот канал, он вдохновляет тебя продолжать дальше изучать русский. да, это тоже. А, Мгм. да, потому что я каждый раз, когда я не могу что-то сказать, или я знаю, я неправильно что-то говорил, да, я реально думаю, надо работать дальше. Like, всегда есть больше работы. эм, и это будет, наверное, всю жизнь я буду изучать русский. Наверное, я никогда не буду чувствовать, что я полностью выучил этот язык. Да, действительно, язык– это путешествие длиной в жизнь, и, как мы говорим, нет предела совершенству. Какой совет ты бы дал иностранцам, которые изучают русский язык? М, Ну, я бы сказал, найти хорошую преподавательницу. А, Звони Ольгу. Это, А, это не реклама, нет. Но Но спасибо, приятно. серьезно, потому что
1 год сам изучал один. И да, наверное, если бы я не нашел преподавательницу, я бы я бы делал много ошибок дальше и дальше, и это будет сложнее исправить. М, Ам, мгм. и я все еще боюсь, что я это делаю. И я слышаю других, я слушаю, как другие ученики говорят, которые изучают русский, и я замечаю, это плохая привычка, Привычка. Мгм. да, Неправильно, да, что-то неправильно выучил и запомнил мгм. неправильно, и да, продолжает использовать это, и дальше как снежный ком, ошибка, другая, третья, да. Это правда, то, что в плане языка важна система и хорошая методика. Я думаю, это в любом языке, не только в русском, но особенно в русском. Потому что если просто, как моя преподаватель говорила, метод попугая, то есть если ты просто слушаешь и повторяешь, то ты не выучишь так, ты не научишься говорить, ты запомнишь фразы как клише, но не научишься говорить на самом деле на языке и даже понимать людей. Поэтому вот такой метод попугая, просто слушаем, повторяем, запоминаем просто без грамматики, он неэффективный. И да, правильная методика, практика и какой-то интерес должен быть. Да, да, точно. Интерес важен, и да, эм, надо слушать много, надо читать много. Не знаю, это не очень хороший совет. Надо знать, что все будет хорошо. Может быть, ты чувствуешь себя, что сейчас все очень сложно, и ты никогда не будешь понимать все эти окончания и падежи и все это. Нет, можешь, будешь понимать. А, Это Мгм. просто занимает время. Да. Итан, большое тебе спасибо. Было очень интересно с тобой сегодня поговорить. Я получила большое удовольствие. И я узнала тебя тоже немножко с другой стороны, чуть больше. Хотя я уже много о тебе за эти 2 года узнала. Но спасибо тебе большое за твое такое честное, откровенное, интересное интервью. И вообще за то, что ты такой пример для других, как можно выучить русский язык всего за 2 года и так хорошо разговаривать на нем. Ну, пожалуйста, и спасибо тебе за то, что ты моя преподавательница. Спасибо. Все, пока-пока. Все, пока.